Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 18 февраля. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, а так какой же народный праздник и церковный праздник в этот день, 18 февраля. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, все православные верующие во всем мире 18 февраля отмечают День памяти святой Агафии, одной из первых христианских святых, которая стала символом веры и стойкости перед преследованием. Итак, рассмотрим более подробно жизненный путь этой выдающейся женщины и ее подвиг перед лицом мучений. Святая Агафья родилась в знатной семье на Сицилии в III веке. Уже в юном возрасте она проявила исключительную преданность своей вере и решимость посвятить свою жизнь служению Богу. Отвергнув множество предложений о браке, она оставалась верной своим принципам и идеалам. Однако ее решимость столкнулась с жестокими преследованиями со стороны римского префекта Кавициана, который был влюблен в нее. Отказавшись от его предложения, Агафья подверглась мучениям и пыткам. Она была бичевана, обожжена каленым железом и даже были отрезаны ее груди. Несмотря на все страдания, она не изменила своей веры и отваги. Согласно легенде, в момент ее мучений к ней явился апостол Петр в сопровождении ангела, и она была исцелена. Однако, чтобы избежать новых преследований, она убежала из темницы, где ее держали, и скончалась на костре, где ее сожгли. По преданию, в этот момент началось землетрясение, вызванное гневом Божьим. Также 18 февраля православные христиане отмечают праздник иконы, по которой называется «Взыскание погибших», которая является одной, наверное, из важных в православном календаре. Также этот день известен как День памяти усопших, когда верующие поминают своих умерших близких и молятся о покое их душ. Икона взыскания погибших изображает сцену страшного суда, когда по вере православных верующих каждый человек будет воскрешен и призван ответить за свои поступки перед Всевышним. На иконе изображаются ангелы, судьи, апостолы, а также люди, умершие, которые ожидают своего суда. И, конечно же, в этот день православные приходят в храмы, чтобы помолиться за усопших родственников, друзей, особенно за тем, кто ушел из жизни в этот день. Совершаются особые богослужения, молебны, посвященные памяти усопших. Вера в воскресение и благодать Божью дает надежду на спасение всех, кто ушел из жизни, и верующие приносят молитвы о прощении грехов и вечном спасении усопших душ. Также в этот день празднуют иконы Богородицы Елецко-Черниговской и Богородицы Дивногорской Сицилийской. И именно эти иконы являются важными для православных христиан. Они обладают особым духовным значением и исторической важностью, привлекая к себе поклонение и молитвы верующих. Икона Богородицы Елецко-Черниговской была обретена в 1060 году преподобным Антонием Печерским в области Чернигова. По легенде, святой увидел эту икону, которая сияла лучами света на еле, что побудило его основать монастырь и церковь во имя Успения Богоматери. Сегодня этот праздник отмечается воспоминанием этого события и праздничными богослужениями в храме. Далее, друзья, поговорим о народном календаре. В народном календаре 18 февраля отмечается как посвящена память святой Агафии, поэтому этот день назвали Агафья Коровница, День Агафьи. Агафьи также этот день известен как Голодуха и Поминальница. Святая Агафья, в народе ее считали особым покровителем домашнего скота, в особенности коров. Она считалась заступницей и защитницей главных кормилиц в деревне. В то время как другие животные получали более простые имена, коровам и лошадям, которые были основными и, наверное, главными помощниками сельских жителей, даровалось индивидуальные и часто ласкательные имена.
В народной культуре коровам посвящено было множество поговорок, пословиц и сказок. Они считались неотъемлемой частью сельской жизни и были символом богатства и процветания для многих семей. Поэтому память святой Агафьи особенно почитается среди тех, кто связывает свою жизнь с заботой о скоте и о животноводстве. Кроме того, согласно народным поверьям, 18 февраля на Руси этот день считался временем, когда из леса выходили лихорадки-лихоманки, а к хлевам пробиралась коровья смерть. Это был образ нечистой силы в виде старухи с граблями в руках и корзиной, полной болезней. Верили, что она никогда не приходила сама, а с собой брала кого-то из спутников или заезжих. Для защиты людей и животных от коровьей смерти двери и печные трубы тщательно закрывались и даже замазывались глиной, а помещения окуривались чертополохом. Женщины ночью обходили деревню, вооружившись инструментами, такие как ухваты, серпы и лопаты. Одну из них, называемую повешалкой, запрягали в плуг и трижды опахивали деревню зажженными лучинами, создавая защитную борозду между лесом и селением. 18 февраля также этот день называли голодухой, так как в этот период, особенно в неурожайные годы, у домашнего скота заканчивалось сено, и животные, особенно коровы, часто голодали. Святая Агафья является одной из выдающихся святых православной церкви, а также покровительницей многих сфер жизни. Среди многочисленных аспектов ее покровительства особое место занимает защита от пожаров. 18 февраля, день ее памяти, почитается как особенный момент, когда верующие прибегают к особым обрядам, традициям, которые связаны с предотвращением огненных бедствий. В этот день в православных церквях освящают хлеб с солью. Этот обряд считается символом защиты дома от пожара. В случае возникновения такой вот беды, эти освященные предметы бросали в огонь или на поле с надеждой на то, что огонь отступит и ущерб будет самым минимальным. Кроме того, память святой Агафьи ассоциируется с поминовением умерших родственников. В этот день также проводятся ритуалы защиты дома от нечисти и злых духов. Вечером обязательно закрывались трубы и замазывались глиной, чтобы предотвратить вторжение нечисти через дымоходы. Также жгут чертополох, считая его защитным оберегом от злых сил. Кроме того, 18 февраля, согласно поверьям, считался также этот день особым, когда можно было провести ритуал, который был направлен на привлечение денежного благополучия. Одним из таких ритуалов является обычай положить под порог дома монетку, которая появилась в кошельке недавно. Согласно преданию, эта монетка становится своеобразным талисманом, который способен был привлечь к себе финансовое благополучие. Однако важно следовать было определенной последовательности действий. Сначала монетку кладут под порог, а затем через некоторое время переносят к остальным деньгам, но не тратят ее. Этот день не рекомендуется для запуска новых проектов. По преданию, начатые в этот день дела не принесут успеха и процветания. Энергетика этого дня неблагоприятна и для старта чего-либо нового, и поэтому лучше отложить любые начинания до более подходящего времени. Также в этот день нужно быть особенно осторожными и с финансовыми вопросами. Не рекомендуется сегодня брать или давать деньги в долг. Считается, что финансовые сделки, совершенные 18 февраля, могут принести большие убытки и проблемы в будущем. Те, кто родились 18 февраля, обладают особым даром – пониманием домашних животных. Это может проявляться в чувствительности к потребностям и эмоциям животным, а также в легкости общения с ним. Люди, рожденные в этот день, часто обладают нежным и заботливым отношением к животным. Они способны быстро распознать эмоциональное состояние своих питомцев и адаптировать свое поведение, чтобы поддержать их в нужный момент.
Камнями-амулетами для людей, родившихся 18 февраля, является оникс. Именно этот камень помогает укрепить связь с природой и с землей, что особенно важно для тех, кто обладает даром понимания животных. Он также способствует стабильности и уравновешенности во взаимоотношениях. Следующий камень-талисман этого дня является турмалин. Турмалин известен своими защитными свойствами. Он может помочь людям, которые родились 18 февраля, а также создать энергетический барьер, который защитит от негативных воздействий как снаружи, так и внутри дома. И последний камень, помощник тем людям, которые родились 18 февраля, это халцедон. Именно этот камень способствует гармонии и спокойствию. Он помогает снять напряжение и стресс, что может быть особенно полезно для тех, кто работает с животными или имеет множество питомцев. Что же касательно толкования основ, то сновидения, которые приснились в ночь с 17 на 18 февраля, могут быть насыщены разнообразными символами и подсказками, которые стоит внимательно исследовать. Поэтому важно уделить особое внимание сегодня запоминанию таких снов, чтобы извлечь из них ценные советы или указания на путь в будущем. Что же нужно было делать 18 февраля по народным традициям и обрядам? Вы знаете, 18 февраля – это особенный день в православном календаре, посвященный памяти святой Агафьи Коровницы, которая считается покровительницей скота и заступницей от пожара. И, соответственно, в этот день соблюдались обычаи и традиции. И первым важным обрядом этого дня являлось посещение кладбища и поминовение покойных родственников. Несмотря на то, что генеральная уборка могил сейчас невозможна, важно проявить заботу и помнить о тех, кто ушел из жизни. Можно возложить на могилу цветы, зажечь свечу, выразив таким образом свою память и уважение к усопшим. Дома можно также устроить небольшие поминки, чтобы почтить память усопших. Это может включать в себя чтение молитвы, зажжение свечей и памятных лампадок, а также размышления о тех, кого уже нет с нами. Эти простые обряды помогут сохранить связь с предками и передать их память будущим поколениям. Кроме того, святая Агафья считается заступницей от пожара и защитницей домашнего очага. Поэтому для защиты дома от нечистой силы можно провести ритуалы, такие как закрытие труб и их замазывание глиной, а также жжение чертополоха, чтобы отпугнуть злых духов. Эти обряды наполнены символами и помогают создать действительно защитный барьер вокруг дома. Кроме того, 18 февраля – это день, когда соблюдаются определенные старинные обычаи и предостережения, которые стоит все-таки учитывать, чтобы избежать нежелательных последствий. Поэтому рассмотрим, что следует избегать в этот день согласно народным преданиям. 18 февраля не стоит проводить обычную уборку в хлеву. Животных следует сегодня за ними ухаживать особым способом, с помощью измазанных дегтем лаптей. После уборки рекомендуется окурить хлев чертополохом для защиты от нежелательных энергий. В этот день нельзя и бить корову. Поверья гласят, что если обидеть корову, у нее может пропасть молоко, что негативно скажется на хозяйстве и на благосостоянии. Также, согласно преданиям, мужчины не должны в этот день покидать дом. Нарушение этого запрета может привести к появлению серьезных болезней и бедствий, поэтому лучше остаться дома и избежать риска. Также, согласно поверью, в день Агафьи Коровницы не рекомендуется отпускать даже самых послушных собак с привязи. Считается, что в этот день в них может вселиться нечистая сила, известная как коровья смерть. Если собака принесет эту негативную энергию в хлев, коровы могут столкнуться с проблемами здоровья и даже пропасть. Также сегодня после захода солнца не рекомендуется выглядывать в окно. По народным поверьям, в это время по улицам бродит нечисть, которая может накладывать проклятие на всех, кого увидит. Особенно женщинам следует быть осторожными, так как считается, что нарушение этого запрета может лишить их красоты и привести к нежелательным последствиям.
В этот день важно не отказывать в помощи бездомным и беспомощным людям, так как считается, что в противном случае можно самому оказаться в их положении. По традиции на Агафью Коровницу необходимо покормить бездомных, дать им милостыню и по возможности предоставить им укрытие и тепло. По народной примете, если незамужняя девушка или холостой парень подстригут волосы 18 февраля, то весь год они проведут в одиночестве. Это считается неблагоприятным знаком, поэтому лучше воздержаться от стрижки в этот день, если не хочется остаться одинокими. Если в доме находится корова, которая находится на сносях, то не рекомендуется браться за рукоделие. По преданиям, скотина во время родов может погибнуть, если в это время кто-то займется рукоделием. Если же вам срочно нужно что-то зашить, то перед началом работы рекомендуется трижды сплюнуть через левое плечо. Таким образом вы защититесь от несчастий. Также, согласно преданию, в этот день особенно важно не давать молоко детям, которым не исполнился год. Знаете, что если корова подверглась нападению коровьей смерти, которая может передаваться с молоком, это может привести к серьезным заболеваниям у малышей, чьи организмы еще недостаточно сильны для борьбы с инфекцией. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 18 февраля, по народным приметам и церковному календарю. Друзья, кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании, друзья, к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам, друзья, на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мысленных и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.